Ребята, всем привет! Тренировки онлайн, основы бокса. Сегодня буду удары показывать, как научиться, начинающим, кто хочет поставить удар. Вот, основы бокса для начинающих. Разминка будет, удары, как поставить, и работа на груши, обмотка рук. Вот, кто желает, присоединяйтесь. Основы бокса, ребята, всем добрый вечер, добрый день, у кого там такое время суток, не знаю. Тренировки онлайн. Кто хочет сегодня тренироваться, сегодня будут основы бокса. Как поставить удар, для начинающих, разминка. Вот. У кого нет возможности, у кого поздно, приходите, будет видео завтра. Сегодня буду учить классический бокс, как поставить удар с фронтальной стойки, обмотка рук. Вот, работа на... Привет, работа на мешке боксерском. Вот, так что у кого есть желание, можете поучаствовать, позадавать вопросы. Сегодня тренировка для новичков. Всем привет, ребята. Я тренирую и тренируюсь, Тренируюсь сам и тренирую, бокс классический для начинающих, плюс комплексы у меня свои есть, у меня больше 20 лет стажа. Вот в спорте вольная борьба, бокс, смешанные единоборства, бодибилдинг. Сам делаю программы, тренирую людей, профили есть, информация. Класс, это супер, это супер. Я тоже дома занимаюсь сейчас, потому что зал 70 километров от дома у меня, я в Бельгии живу. И у меня ближайший боксерский зал 70 километров. Но я сейчас форму набрал, если ты боевыми единоборствами занимаешься, может быть просто, неважно. Но сейчас в форму вхожу, потом буду уже ездить на спарринги, потому что спарринги нужны, ты сам должен знать, если занимаешься. А пока сейчас тренируюсь, создал канал, 3 месяца моему каналу только, И выкладываю тренировки для начинающих, советы даю, рекомендации по питанию, по экипировке, по спортивной, по спортинвентарю. У меня дома тут целый спортзал, груши, штанги, гири. Вот. Тоже приглашаю ребят, кто занимается, кто-то какие-то советы новые, потому что каждый день, в общем, у меня, то, что я 20 лет тренируюсь, у меня не все с 20-летней давности. Я каждый день пытаюсь, какие-то новшества, какие-то прогрессы, в спорте наблюдаю, читаю много, приглашаю ребят к себе в эфиры. Без разницы, чем ты занимаешься, посмотри, какие у меня, комплексы, что я предлагаю, может, что-то посоветуешь, тоже людям, приходят люди в эфир, кто хочет заниматься, дома, не только дома, приходят ребята, те, кто в залах занимаются, молодежь и боксерчики, и смотрят, что-то новое ищут для себя, как я когда-то искал, тоже молодой был, тоже в ютубе искал много чего, 50% с ютуба, в свое время когда-то тоже находили, потом развивали, улучшали, проверяли на своей практике. И много у меня база, классического бокса. Много тренеров, еще с тех времен, с советской школы бокса. А я прошел, с 13 лет первый раз пошел на тренировку, Это мы с ребятами там вспоминаем, говорю, раньше разминки такие были, что многие после разминок уже домой уходили, уже не выдерживали. Я говорю, то, что вам сейчас мы показываем, там перенос веса, там покрутить головой, попожимать плечами, говорю, это не разминка. Так что, ребятки, сегодня, кто желает, будет тренировка
разминка и основы бокса. Буду показывать, как прямой, да, поставить, как его отрабатывать начать. Боковой длинный, ну, там он по-разному называется, оверхенд и кросс, и я его называю длинный прямой. Я работаю длинными, боковыми, точнее, длинный боковой, да, хук, жеб, прямой, корпус, апперкот. И сегодня пройдемся по всем базовым ударам, да, в боксе классическом. Вот, я покажу с фронтальной стойки, как работать. Вот. У кого поздно, там завтра будет видео, ребята, подписывайтесь, сможете видео потом посмотреть в повторе, кому интересно, да. Вот. И работа на груше сегодня тоже будет, но я буду работать, кому интересно, вот вопросы задавайте, да, по боксу, по бодибилдингу, по кроссфиту, вот, больше 20 лет стажа, корректировка веса, вот. Сейчас будет разминка и будем делать удары, отрабатывать боксерские с классической, с фронтальной стойки. Буду показывать, как правильно научиться, да, переносить вес с ноги, да, вот, дальше по корпусу, в ручку, как переносить, как наносить удар, медленно будем делать. Вот. Так что начнем, ребята. Разминку начинаем с головы, да, вот. И идем вниз, вот, идем вниз до стоп-ножек, вот. Потому что кто боксом занимается, да, ребятки, те должны ноги очень хорошо разминать, вообще все тело хорошо разминать. Но ножки особенно, потому что в боксе очень важно, да, чтобы ноги размяты были, ну, в принципе, все мышцы, но, да, некоторые там вверх пораскидывали, попрыгали и все. Надо разминать, прокручивать суставчики, вот, работать, да, коленочки, вот, бедрами, да, тоже тазобедренный отдел, вот, проворачивать хорошо, да, вот, коленочки тоже делать, то есть разбрасываться. Да, вроде бы да. Вот, коленочки проворачиваем, да, ножки хорошо тоже. Вот. Ножки хорошо надо разминать, потому что будем прыгать, будем работать перенос веса, да, поэтому ступни всегда хорошо разминаем, вот. Сегодня, ребята, был в этом самом у оператора, вот, сделали мне эту симку через интернет, чтобы мне сим-карта, да, работала, а есть симка, вот, может будет лучше эфира теперь. Сказали, что должно лучше работать, это не физическая уже карта, а встроенная, да, как бы типа она в телефоне, вот, потому что что-то с эфирами, не знаю, по пол эфира. Сегодня в час дня крайний раз поел и все. Орехи, сухофрукты. У меня сейчас минус 8 килограмм за 1,5 месяца. После тренировки вечером стараюсь уже не есть, потому что склонен, да, к полноте, набираю очень быстро. Ну как, не то, что вообще не ем. У меня будет отдельно там видео полностью, у меня сейчас все готово. Вот, я буду готовить видео, потому что очень много информации. Ну, больше белковую пищу, больше белковую, натуральную. Вот, химию я не употребляю, да, в основном натуральную опять. Ну, хлеб ем. С теста вообще стараюсь не кушать, кроме хлеба. Хлеб, вот. А уменьшил овощи и фрукты, да, чтобы сбросить, пришлось углеводы убрать вообще.
Ну, вот где-то недели 2 ел вообще почти без углеводов. Вот. И, ну, и тренировки, понятно, каждый день тренируюсь, кроме воскресенья. Я не делаю жим. Я не делаю жим. Рекорд был 180 килограмм на пару раз. Я делал, у меня было 90 килограмм. Это был тогда на мастера спорта. Или 84 у меня было, я не помню. 180 на 2 раза я жал. Это в молодости я ну, как бы серьезно занимался. Я сейчас не делаю. Ну, был рабочий вес. Сотка была там на 15 раз. Сотка была. С сотки начинал, да, там, и там 110, 115, 120, дальше все. Сейчас я не делаю, я сейчас вообще не качаюсь, потому что у меня акцент на скорость. У меня 90 килограмм, зачем мне качаться, что мне качать? Не, ну как бы у меня есть разные тренировки, есть и силовые тоже, да. Вот. Кто, ты или я? Ты у меня спрашиваешь или ты про себя рассказываешь? У меня, конечно, были, а как ты думаешь, если я занимаюсь спортом больше 20 лет, были у меня переломы ребер или нет? Или ты про себя говоришь, я просто не пойму про кого. Странный какой-то. Ребята, тренировки онлайн, сегодня постановка удара будет. Мне 40 лет. А что ты поудалял сообщения? Что там такое? Что случилось? Случайно? О, ты ж вроде ничего там такого не писал. Нормальные сообщения, нормальный диалог был. 40 лет мне. Ребята, тренировки онлайн, основы бокса сегодня вот. Классический бокс для новичков, кто желает, работа на груже. Работа на мешке боксерском будет. Сейчас разминка. Нет, я начал тренироваться. А что ты конкретно вопрос задай, не надо Шерлока Холмса, там, доктора Ватсона. Конкретно, что ты хочешь узнать? Ты интересуешься моей биографией, сейчас тренировка. Первый раз пошел на бокс в 13 лет. Вот. А вообще первый раз удар вот это узнал, что это такое. Мне было 8 лет, и на карате. Карате до раньше в подвалах, знаешь, было. Вот. Раньше в подвалах тренировали людей, ну нельзя было тренировать вот, в СССР. Нет, я намного раньше начал тренироваться. Намного раньше. Вот. И очень много видов спорта. Вот. И не только боевые. Вот. И баскетбол, и футбол, и гандбол, и игровые, очень много, поверь. Вот.
А конкретно вот, что бокс для себя оставил, бокс, вот все, мне запал, это, ну, так, чтобы не соврать, не знаю, наверное, лет 18. Именно бокс, все, я вот решил, что все, бокс, это мое, и я, вот он мне останется. А до этого я занимался тоже боксом, но я и борьбой занимался, и тяжелой атлетикой. Я не буду перечислять это доллар. Вот. Ребята, хорошее упражнение. Делаем вдох и тянемся вниз, делаем выдох на поясничный отдел. Вверху вдох, вниз выдох. Намного раньше начал. Ребята, кому интересно, подписывайтесь, смотрите, какие тренировки, да, видео есть в профиле, вот, оставайтесь. Сейчас будут основы бокса. У кого нет времени, подписывайтесь, видео в повторе можно будет посмотреть. Спасибо за лайки. Не, там все нормально, друг, ничего не упало. Все нормально, все хорошо. Это пальма, этот розовый цветок называется пальма. Вот, но это семейство пальмовых, да? Выживает в любых условиях. Раз в неделю полил, вот, да, такой живучий цветок. По-моему, название Red Star, если я не ошибаюсь, у этого цветка. Может, какая-то там звезда. Либо красная звезда, либо суперзвезда. А может кто-то написать, как видно, как слышно, эфир нормально, но воспроизведение, потому что сегодня, да, поменял там вот эту e-карту, сделал, чтобы интернет лучше работал. Напишите кто-то, ребята, кому не тяжело. Вот. Слышимость, как видно, как слышно, вот, пожалуйста. Тренировки онлайн. Сейчас, ребята, кто хочет, добрый вечер. Сегодня чуть-чуть позже начал, обещал вчера в 6, но только выехал. Приехал полчаса назад с поезда, вот выбежал, прибежал и включил эфир. Но разминка закончилась, сейчас будем прямые, длинные боковые хуки. Вот.
по корпусу, апперкоты. Спасибо за лайки, покажу, да, кому интересно, ребята, оставайтесь. Как меня видно и слышно, сегодня вот был у оператора, сделали мне Е-симку эту, да, чтобы интернет нормальный был, сказали, должно нормально работать. Это проблема там с картой какая-то была, что карта физическая сама. Вот, нормально видно, класс. Ну, должен работать, сказали, что не должно быть проблем больше. Потому что вчера снова вот видео... Там я вообще к этому негативно отношусь, особенно там, где земля хорошая. Ну, я просто в Бельгии живу, друг. Я в Бельгии живу, и ты знаешь, здесь цены, ну, у меня родители в Украине, здесь цены, блин, есть дешевле, чем, прикинь, в Украине, реально. Хотя там тут земля, тут глина, ну, в основном тут земли нормальной даже нет. Пипец. Ну, я цены, ну как, а что делать? Ну, я стараюсь, основная еда это орехи, сухофрукты. Орехи, сухофрукты, кунжут, семечки. Вот. Ну, всякие беру, конечно, орехи дорогие. И витамины я не пью вообще, я беру, у меня там рыбий жир, женьшень, только натурально. Я витамины уже, ну, пил, конечно же, все их пили, да, но они, у меня свое мнение по этому поводу. Я не пью витамины вот эти какие-то, ни были они. Я пью отдельно, вот у меня есть рыбий жир, есть спирулина, водоросль, это водоросль натуральная, я в порошке беру ее с утра. Бананы, мед, вода чистая, фрукты. Вот будет видео скоро, я буду выкладывать видео в течение дня, там, что я ем, там есть уже видео у меня. Ну, там утром, как просыпаюсь, как там вода, чай, вот это мед. Ну и теперь буду выкладывать, вот, что у меня стоит сейчас, все готово, надо снять видео. Вот, поделиться хочу, да, с людьми, как я в течение дня тоже и спорт, пит, да, какие перед тренировкой, натуральное все, до, после, что лучше, что хуже. Буду делать, наверное, завтра уже видео. Вот. Вот, ребята, становимся во фронтальную стойку, да, чуть-чуть перекидывать вес. Вот, вес чуть-чуть поперекидывать, с ножки на ножку. Вот, не забываем, у нас работают пальчики, вот, пальчик. Кто не чувствует, если кто-то не чувствует, как двигаться на ногах, вот, я советую вам, да, делать вот такое упражнение. Вы становитесь и отталкиваетесь пальчиками, вот так, вот, 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 вот. Чтобы вы поняли, когда это упражнение постоянно повторять, да, ну как постоянно, его не надо делать там без перерыва. Пока разминку делаете, чтобы вы поняли смысл, и также точно вы работаете вот на ножках, то же самое, вот, то же самое, вот, вот, вот. Потому что без передвижения, ну, тяжело будет, во-первых, передвигаться в боксе, ну, это основное, это как атака, передвижение, уйти с линии атаки, тоже надо двигаться, то есть, если, ну, изначально для новичков лучше сначала больше внимания уделять, да, работе на ногах, поэтому я советую баскетбол, футбол, вот, по-любому раз в неделю, чтобы была одна тренировка, игровые виды спорта, то есть бегаешь, прыгаешь, забираете друг у друга мяч, там, ну, как для разнообразия, на ногах разная работа должна быть, не только прыгать на скакалке или то, что я показываю. Поехали в футбол раз в неделю поиграли, это очень полезно, да, для разнообразия. Зацикливаться не надо. Вот, поделали перенос веса. Вот, и сейчас буду показывать, как делать, да, как прямой, потом длинный боковой. Я не делаю, у меня, я не знаю, там оверхенды, кроссы. Я бью, вот, боковой, длинный, через руку. Если человек в блоке стоит, вот отсюда, вот сюда. Ну, понятно, хуки, прямые обычные, вот, корпус, да, и апперкоты. Вот, 5 ударов, ну, кроссы иногда бью, да, но я его так бью, вот, навстречу, вот, отсюда.
Я знаю, что мне надо. Я знаю, что мне надо, друг. Поверь, я в 40 лет знаю, что мне надо. Вот. И у меня свои рекомендации людям, да, вообще совершенно другие. Вот. Я никому никакие граммы не считаю. У меня другой подход к этому. Это не да, стандартное. То, что ты сейчас говоришь, это стандартная, да, стандартная информация. Ну, примерно. А вообще, ну, есть очень много других вещей, которые, да, нужно знать человеку, чтобы правильно питаться. Не только то, что там примерно есть формулы, примерный расчет, очень много зависит от питания, да, очень много зависит. Но много зависит тоже и от тренировки, конечно же, от режима, потому что если человек режим не соблюдает, да, ну я за ночь говорю, за ночь именно, то начинаются проблемы, да, с гормонами, гормональный фон, да, человек может набирать вес, тут очень много нюансов. Нету, я вообще не знаю, у меня есть своя теория, да, своя конкретная теория по поводу этого, я ее придерживаюсь, и я вижу эффект, это из года в год происходит, и мне не надо, ну, я знаю. Вот, ребята, поработали, да, попереносили вес. Вот, поперекидывали вес, да, с ножки на ножку. Вот, с ножки на ножку. И теперь отсюда, да, отсюда, откуда вес, вот, с ноги. А медленно, медленно выкидываем ручку. Раз, вес перенесли, раз. Вес отсюда, раз. И нога проворачивается, и ручка вылетает в самом конце. Ручка вылетает в самом конце. Раз, 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 раз. Да, ребята, тренировки по боксу, да, классический бокс. Вот. Вот. Вот так вот отрабатывается медленно, отрабатывается прямой удар. Медленно. Нога и рука. Ребята, для всех новичков. Нога, потом рука идет. Вот. 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 Вот это вы должны делать такое движение. Вот. 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 Туловище чуть-чуть вперед. Сделали правой рукой 25 раз. Да, медленно. 25 раз. Все, перешли на левую сторону. Вес во фронтальной стойке держите на этой ноге теперь. Вес здесь. Раз. То же самое, что делали здесь, делаем левой ножкой. Раз, два, три, 4. 25 раз на каждую сторону. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот то же самое. 12, 14, 15. Сначала нога идет, потом корпус, потом ручка. Вот. 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 Тоже сделали 25 на правую, потом на левую руку. Сделали по 25 раз. Отдых максимум по... Ну, максимум 15 секунд, это не такие тяжелые упражнения, утомительные. 15 секунд, ну, для новичков максимум 20-30. Вот, следующее упражнение для прямого. Мы делали правую, делаю левую. Теперь делаем правую. Как только становимся сюда, перекидываем вес сюда и делаем левую. Становимся. Перекидываем вес сюда, делаем правую. Становимся. Перекидываем вес сюда, делаем левую. Становимся. Перекидываем вес сюда. Делаем правую, становимся, перекидываем вверх. В общем, после того, как мы сделали одной стороной, мы становимся и вес перекидываем на другую и делаем другой стороной. Вот. Это для того, чтобы вы подготовили, чтобы мышечная память, для того, чтобы понять, как двойка работает. Это для двойки уже. Для того, чтобы не по одному бить, а чтобы вот, научиться бить двойку. Это упражнение подводящее. Раз, ручку поставили, вес перенесли. Два, вес перенесли. Раз, вес перенесли. Два, перенесли. Три, перенесли. 4, перенесли.
5. 50 раз по 25 каждой ручкой. 50 раз одно упражнение. Раз. И сразу работаете корпусом, да, чтобы понять смысл. Вот. Раз, вес перенесли. 2, вес перенесли. 3, вес перенесли сюда. И дышать не забываем, ребята, учимся дышать. Когда выкидывается рука, выдох делается носом. У меня проблемы с носом, да, операцию скоро буду делать, вот, поэтому я дышу, вы не можете, думать, что я там не дышу, я ртом дышу, я носом. Вы старайтесь при ударе выдох сделать носом, резко. Вот. Вот, и делаем вот таким образом. Встали, вес перенесли, раз. Встали, вес перенесли, раз. Встали, вес перенесли, раз. Но вы с такой скоростью не делаете, да? Вот, вы делаете медленно, потом, когда уже научитесь, вот, будете делать быстро. Вот так вот оно выглядит. Вот. Это чтобы понять, вот вес перекинули, отсюда рука выходит, сюда перекинули, вот. Это чтобы понять принцип, да, нанесения удара. Вот, ребята, это второе, это третье упражнение. Первая, правая рука, потом левая, потом... Это не двойка, это по очереди, потом делается левый, правый, левый. Можете менять. И четвертое упражнение будет двойка. Вот, как бьется двойка? Когда возвращается одна рука, в это время уже вылетает вторая. Вот, медленно, это выглядит вот так. Вот, вот. Одна пока возвращается, вторая уже полетела. Вот, вот. Дышать ртом и носом можно. Вот, и ртом и носом. У меня просто сейчас проблемы, может кто-то, да, думает, как он дышит, там не дышит. Я дышу ртом постоянно, потому что мне буду делать операции, да, скоро. Вот, там удалять, неважно. Нос у меня плохо работает. Вот. А вообще вдох ты ртом дышишь, носом, вот. Ты дышишь постоянно. Когда ты боксируешь, когда спарринг, ты дышишь постоянно. Ты двигаешься, у тебя легкие раскрытые. Когда ты в движении, у тебя легкие раскрытые, ты дышишь. Но выдох на ударе делаешь носом. Вот. А дышишь ты постоянно. Ты в этом и дело, да, чтобы делать бой с тенью, чтобы тайминг разрабатывать. Организм привыкает тогда дышать. Ты в процессе спарринга, ты дышишь, это не контролируемый процесс, ты что, не будешь думать, я ртом сейчас вдохнул или носом. Смысл в том, что на ударе, когда ты наносишь удар, носом выдох делай, и все. Удар. Вот. Когда работаешь, носом делаешь выдох, и все. Вот. А вдох уже как там получится, носом вдохнул, бывает, что полностью носом и ртом вдохнул, это уже от физиологии, там как, вот. Так, и теперь двойку, ребята, делаем. Четвертое упражнение для прямого. Вот, становимся. Раз, ручка пошла, только она уходит назад, выходит правая. Раз, раз, два, стали. Можно поменять правая, левая. То есть сделали 10 повторений. Левая, правая, 10 раз, да, 20 получится, по 10 ударов. Вот каждой рукой. Потом наоборот делайте. Правая, левая. Правая, левая. То есть пока рука эта вот пошла, вы ее забираете, в это время уже должна левая вылететь. Вот. Вот, как перезарядка, да, как перезарядили. Раз, два. Раз, два. Раскрутили себя, да? Вот. Принцип, ты себя раскручиваешь, у тебя вот проворачивается полностью туловище. Раз, два, да? Полный разворот. Вот. Это четвертое упражнение. То есть я не буду полностью все показывать. Вот я вам еще раз покажу, как сделать. Вот. Становитесь медленно. Раз. Рука возвращается, вылетает уже вторая. Два. Вернули. Раз. Два. Вернули. Раз. Два. Вернули. А можно делать
Раз, два, стагер. Потом раз, два, да, каждое повторение менять ручки. Вот, раз, два, да, потом раз, два. Потом стагер, раз, два. Ну как будет получаться? Не обязательно контролировать этот процесс. Смысл в том, что вы должны научиться делать вот это движение. Вот. Чтобы работать, чтобы мы могли двойку делать, да, вот, научиться вот это движение делать. Это смысл, потому что этот проворот, он используется при боковых, при ударах по корпусу, при апперкоте, ну чуть-чуть другая система, другая структура удара, чуть-чуть там апперкот и боковой. Вот, а принцип тот же самый, да, рука вылетает с плеча. Вот, сейчас буду показывать боковые длинные, да, я бью боковые длинные, не знаю, они там, кто-то их называет оверхенд, там кросс, полукроссы, не знаю, я длинный боковой, все. Вот, может у кого-то они не получаются, да, но как бы многие ими вообще не пользуются, да, многие их не делают, я не знаю, почему их люди не делают, я, допустим, делаю, вот. Это то же самое, как прямой, вот, да, вы то же самое, выкидываете ручку, да, только в конце, вот, она закручивается, да, вот сюда, вот человек стоит, и вы ему закидываете вот сюда, вот, то есть прямой сюда бьется, да, а боковой вы ему сюда закидываете за воротник. Вот, за воротник туда. Ну, как будто бы ты прямой бьешь, а сам бэм и за воротничок туда забросил. Понимаешь? Вот. Поэтому я покажу, а как кто там хочет, используйте, не используйте. Можете, может кто-то, да, ребята, у кого высокие, там, 1,90 м и выше, они вообще одними жебами работают и прямыми, да, кроссами правыми. Ну, я много таких знаю, что... Не, ну я не говорю, что кто там высокий, вы только 2 удара выучите. Вы учите все, всю базу. Какая разница? Может вы где-то раз за год, да, как говорят, если висит оружие, да, там в театре на сцене, то когда-то рано или поздно выстрелит. Вот так же и бокс. Ты учи, люди бывают, он как был в Фьюри с Усиком, да, первый бой. Ничего не предвещало беды, и тут начались лететь апперкоты, да, от Фьюри. Кто там те апперкоты ждал? И сработало, да, Сашу потряс, и нормально потряс, он говорил, там, я думал, ну, конкретно видно было, что я уже смотрел, думаю, все, короче, конец. Ну, как бы я верил, что будет все нормально, ну, такое было ощущение, потому что апперкот. Где Фьюри, где апперкот, там вот такая рука вот такой длины. Нахрена ему вот это делать? Вот он может работать спокойно. Но тем не менее прописал апперкот. У меня нормальный акцент. Тем не менее прописал и попал. Вот. Поэтому я рекомендую учить всю. Я имею в виду учить всю базу, ребята. Рекомендую. А там уже каждый для себя решит, что ему надо, что ему не надо. Может не будет получаться. Вот. Делаем теперь боковой длинный. Делается так же точно. Точно так же, как и прямой. Да, вот прямой. А вот боковой. Рука идет, и в конце она закручивается. Вот, закручивается, локоточек остается чуть выше горизонта. Вот, и сюда забрасывается. Тух, тух, вот. Особенно, если там вес уже от 80 килограмм, этого там достаточно, если ты попадешь сверху отсюда. Вот, черканешь, этого будет достаточно, уже потом можно сближаться. Вот. Ну, это проверял я сам лично, я знаю, что... Ну, короче, я вам показываю, да, ребятки, вот. Раз, два, три. Начинаем с правого, так же точно. Раз. Рука летит, и в конце вы бьете двумя вот этими косточками сбоку. Вот, сбоку, отсюда. Вот. Делаем 25 раз правой рукой. Раз, два, три. И дело в том, что тут еще в чем прикол этого удара, человек, ну, ты работаешь, да, прямым. Работаешь прямым. Вот. Вот. А тут вот такой вот, человек ждет сюда, ну вот с тобой работает, да, ты отсюда ему зашел, вот, отсюда удар этот заходит, вот он так бьется. Ну, я использую, я вам показываю, да, что я тренирую их все равно. Раз. 25 раз на каждую ручку. И ты, когда его бьешь, чуть-чуть, он чуть-чуть как кросс, как оверхенд. Ну, кто говорит, что это типа ты оверхенд бьешь, типа удар сверху, полукросс. Я не знаю, как они называются, там, кто их как называет, мне уже 1000 раз это говорили. Вот, ты чуть-чуть
Его как бы он получается, чуть-чуть ты вес поднимаешь и туда его проваливаешь. Вот. Но это уже в процессе вы научитесь, кто будет пробовать. Вот. Ты его туда чуть-чуть закидываешь. Вот. Идет прямой, да? Вот. Раз, а в конце, получается, залетают вот эти две кости. Туда за воротник закидываешь. Вот. Вот. Между ручек, вот сюда. Ну, целиться надо за ручку. Вот человек стоит, а ты ему сюда целишься. Или же сюда сверху, вот он заходит. Вот. 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 Идет так же точно, как прямой. Может он тяжелый, да, тяжелый для людей. Может он тяжелый, но я его делаю и тренирую его. Вот. Я его не вот так вот делаю, да, как боковой, да, что ты чуть-чуть запас берешь. А он у меня с плеча вылетает. Вот. Раз. Раз. И полный проворот тоже делаешь. Как боковой, как прямой. Только отсюда вот он пошел. Раз. 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 Все. Вот, все, сделали 25 раз, погнали отсюда. Вот. Когда он вылетает, ты корпусом его доводишь. Вот. 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 Чуть-чуть как бы сверху вниз. Вот. Да, чуть-чуть сверху вниз. Вот. 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 Останавливать не надо, я вам просто показываю на камеру, чтобы было видно. Останавливать не надо. Вот, пошел. Вот. Вот. Медленно. Вот. Ну, тоже вот так крутиться не надо, конечно. Вот. Вот. Все, поделали 25-25 снова. Теперь переходим в тот же самый процесс, что на прямом. Становимся. И делаем то же самое. Раз, стали. Сюда два. Раз, два. Раз. Вот. И отсюда вот. 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 Илья, я не накидываю, я тренируюсь. Вот. Я тренируюсь для себя, для людей, кто хочет, подписывайтесь, приходите на тренировки. Сегодня основы бокса, да, для начинающих, как удар, техника или спасибо. Если это слово идеалка, то спасибо, друг. Спасибо, очень приятно такое слышать. Приходите на тренировки, сегодня постановка ударов. Вот. И отсюда, вот, ребята, раз, встали, сюда вес перекинули, два. Снова сюда вес перекинули, три. То есть тот же самый прямой, только в конце ручка полетела, и ты корпус, вот, ты корпусом вставляешь его. Бэм! Вот. Бэм! Его практически, этот удар, его не видно. Ну, его люди не видят, реально, он у меня всегда, почти практически всегда он заходит. Вот, то есть у кого за 80 килограмм, больше 80, если вы его закинете, да, сюда, сверху, все, уже человек, он поплывет 100%, ну, я это сам делал лично, я знаю это. Вот, человек уже чуть-чуть, все, он уже вот, готовые ручки может опустить, то есть это хорошо, ну, вот, раз, стали. Раз, корпус полностью при ударе прокручиваем, как при прямом, да, вот. При прямом разворачиваем, то же самое. Раз, только за воротник рука пошла. Раз, раз, раз. Вот. Раз, стали, вес перенесли. Два, стали, вес перенесли. И не забываем чуть-чуть вперед корпус. Раз, стали, вес перенесли. Раз, стали, раз, стали, раз, стали. Ребята, кто начинает, делайте медленно все. Делайте медленно все, пожалуйста. Пишите, мне непонятно, я не пойму, как вес переносить. Как только чувствуете, что вы неправильно делаете, вы становитесь назад вот так. Вот, становитесь назад. Все, забыли, вы сейчас удары не делаете. Это рекомендация с личного опыта. Как только ты понял, что у тебя не получается, ты становишься в стойку фронтальную и начинаешь просто переносить вес. Вот, корпус чуть-чуть вперед. Вот так чуть-чуть поделал, чуть-чуть попрыгал, вот ножками, вот. Буквально 10-15 секунд, 10-15 секунд, все. У тебя мозги, они назад тебе, ну, это такой рефлекс, да, это мышечная память. То есть ты себе напомнил, что ты делаешь, как тебе двигаться, все, и становишься дальше назад, стал, все.
Все, у тебя, у меня лично это работает, оно должно работать у любого человека. Пожалуйста. Все, становишься, все, то же самое, снова стал вперед. Вот, снова то же самое. Все. И пошел делать. Раз, встал, вес теперь сюда. 2, встал, вес сюда. 3, встал, вес сюда. 4. Должно это выглядеть у вас потом через время, уже когда вы будете отработаете, да, должно это выглядеть вот так. Вот. Просто для чего это упражнение? Да, чтобы привыкнуть вот, чтобы вы поняли, как это работает. Вот. Да, ушел и отсюда вот он пошел. Вот. Потому что ты где-то даже вот в спарринге, да, ты будешь все равно уходить. Вот. Вот это для того, чтобы ты вот это запомнил, как это делать. Все, и теперь сейчас длинный боковой будем то же самое делать. Пожалуйста, ребята, подписывайтесь, да, ставьте лайки там. Делитесь, может, кто хочет начать заниматься, пусть приходят тоже ребята. Вот, потому что скоро начинаю свои тренировки уже лично делать, я не буду... Это для новичков, да, тренировки, А дальше уже я буду свои делать, но я буду эфиры все равно вести. Я сейчас сделаю там тренировок 15, да, чтобы человек мог взять и заниматься. А я буду в эфире, все равно буду делать свои уже тренировки, да, и можете уже, кому интересно, подписываться, писать потом. Теперь делаем двойку. Раз, два. Только эта рука, вот, ты руку выкинул, только она возвращается, уже выходит это. Раз, два, раз, два, раз, два. Только медленно. Кто начинающий, медленно. Туловище чуть-чуть вперед. Раз, два, раз, два. Смысл в том, что у вас ручка должна выйти по той же траектории, что и прямой. Вот. Когда вы научитесь это делать, вот, все, вот, та же самая траектория. Вот. Но тут уже от антропометрии тоже зависит, как будет идти этот удар. Или он будет идти вот так, двумя косточками в любом случае, или вот так. Вот. Или вот так вот. Вот. То есть у меня получается по-разному его ударить. Либо же он вот так залетает, вот так, вот. Либо же он залетает вот так. Вот. Ну, тоже ручка так же точно, только вот отсюда. Все, и делаем двоечку. Двоечку. Раз. Бывает, что ты во время спаррингов там, или же во время груши, да, когда бьешь, чуть-чуть замах сделал. Сделал, ничего страшного, чуть-чуть замах. Сам смысл то, что он летит за блок. Человек в блоке, да, вот стоит. Вот, с тобой работает. Вот, а ты ему отсюда руку заносишь, понимаешь? Она летит вперед, а заходит вообще вот за рукой сюда. Понимаешь? Вот. Вот. Ты вроде бы кидаешь, как бэм, а она уже оттуда вообще залетела с другой стороны. Человек вообще не понимает, откуда удар пришел. Поэтому я рекомендую, там уже... Он тяжелый, это самый тяжелый удар. Ну, считается один из самых тяжелых ударов в боксе по технике выполнения. Но эффект, если у тебя больше 80 килограмм, он работает железно и работает так хорошо. Вот, это проверено. Все, поделали длинный боковой, теперь делаем обычный, да, боковой, обычный хук. То же самое, ножку, хук бьется, или же вот так тоже, либо же вот так. Локоть чуть-чуть выше горизонта, чуть-чуть, может быть, 1,5-2 сантиметра. Вот, раз. Но я рекомендую учиться вот так, потому что рука вот так у вас стоит, да, вот. Структура человека не вот так же, что руки у вас стоят, а вот так, да? Поэтому вот так вот бьем. Вот. Раз. А я всегда рассказывал, вот, вы всегда должны, если летит уже рука, всегда голова как черепашка, да, раз, вот, чук, все. Вот это, вот, почему пружинку, почему я все время, каждая тренировка рекомендую, ребята, пружинка, у меня на автомате, если удар летит уже, вот, ты уже сел, вот, он тебе... Смысл, когда ты работать уже будешь в спаррингах, да, и
там, да, соревнования, дай бог, развиваться будешь, да, всегда подставляй или лоб, или руки, пофиг там, куда попадут, лоб, ну ты же видел у боксеров, да, какие набитые здесь вот, вот, все время голова опустилась, здесь ручки, вот, на ребрах локоточки, и открыта у тебя вот эта часть, лобная, да, она самая сильная, все, это реакция, брат, это только реакция, и надо научиться работать на ногах. Вот, ты стоишь, вот, отработал на тебя контратака, и ты провалился сразу. Вот, провалился, или уже отошел, да, по тебе не попали, либо же если попали, ты ручки поднял, вот, и сразу ответ делаешь. Вот. Всегда надо смотреть на того, с кем ты, ну, спаррингуешься, да, надо изучить. Первых два раунда можешь побегать. Вот. Есть, конечно, есть пружинка. Пружина. Ну, я тебе серьезно говорю, нырки и пружина. Вот. Вот, провалился. Провалился и сразу вышел отсюда, начал работать. Вот, провалился. Вот. Но если у тебя 2 метра ростом, то тебе не надо проваливаться. Я не знаю, какой у тебя рост. Мне приходится это делать. Вот, я полностью ухожу, ну, я не буду снимать футболку. У меня так получается, что у меня вот здесь, у меня голова как вот, она у меня в куль. Я вот так делаю, что у меня вообще проваливается. Плечами закрыто. Вот, и голова туда вниз уходит за трапецией. Вот. Ну, так такой, как у меня рост. Ну, тогда надо тебе стараться, да, учиться, надо, вот, чуть-чуть ушел, чтобы можно было выйти, да. Раз, нырки, вот, на ножках больше работать. Вот. Тренируй ноги. Тренируй ноги, делай, спасибо за лайки, ребята, тренируй ноги, ходи в баскетбол, футбол, вот как я показываю, прыжочки делай, вот, на велике можно ездить, под горку бегать, интервальный бег, я еще не рассказывал, потому что я еще не бегал. Шаман, привет. Это я рассказываю, как защититься, да, когда летит удар, лоб выставляешь просто. Ну все, ты уже не смог, у тебя не получилось уже уйти, да, сместиться, ты не смог, ну не успел. Все, вот, поставил, вот, все. И уже не ушел, и я снова, да, начал работать, уже накидывать в ответ. Спасибо за лайк. Метр 81 у меня рост такой же. Вот, старайся на ногах. А вес какой? Эйджи, а вес какой у тебя? Ну так тебе надо чуть-чуть поднабрать. Ты должен быстрый быть. Молодой еще. Не спеши. У меня будет там видео, да, скоро, я планирую, может быть завтра я сделаю, о питании. Не спеши, никакую бурду, вот это там порошки, нахрен не надо, если планируешь боксом заниматься, вообще не вздумай это ничего пить, только натуральные продукты. Белок это творог, молоко, ну молоко нежелательно, кефир, творог, кефир, сыр, орехи, мед, яйца, рыба, вот. И наберешь, тебе нормально, вот 17 лет, 70 килограмм, где-то нормальный вес, еще чуть-чуть набрать. Вот. Тебе надо это самое, да, хлест, скорость, такой вес, да, надо скоро, надо быстро. У меня, я когда начал тренироваться, у меня 68 килограмм было, представляешь, я был вот такой вообще, ну, как, так, ну, как бы, да, не профессионально, а упорно, скажем так, ну, да, может быть, для кого-то это уже профессионально будет. Вот, и я пошел набирать вес очень серьезно. У меня в 112 килограммах боксировал, представляешь, такой, как тебя рост, 112 килограмм было, у меня там есть фотографии, я, может, когда-то покажу. Вот. Так, делаем хук, ребята.
Хук, как бьется, тоже с ноги отсюда переносится вес. Раз, раз, медленно, раз, вот медленно, раз, раз. То есть рука размахиваться не надо. Ручка стоит здесь, да, стоит здесь. Пошла ножка, ножка повернулась, повернулся корпус и пошла ручка, вот, 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 вот. Видите, я не размахиваюсь, я не делаю вот так вот. Да, ну понятно, что я так не делаю, я просто объясняю, что удар летит с плеча, с плеча. Вот, то же самое, ножка повернулась и с плеча пошел. Вот, не вот так вот, вы туда не раскручиваетесь, вы раскручиваетесь вперед. Раз, два, вот, раз, два, раз, два, вот, раз, два, отсюда, раз, два. Теперь делаем по очереди, да? Правая рука делаем 25. И левая рука 25. Так, шаман, не запугивай людей. Снова начал людей запугивать. Что там, почки, печень? Вот, давай тренироваться тоже. Хуки, хуки, правый хук. Медленно. Он идет где-то длина, ну вот так. Вот, ну, поняли, это длинный боковой, это хук. Вот, по периметру 90 градусов практически. Вот. И та же траектория возвращения руки. Вот, раз, 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 раз. Ребята, 25. Ну, Тайсона мощь была, мы вчера с тобой разговаривали, он сам по себе, у него физуха была такая, его стиль не каждый сможет делать, понимаешь? Он за счет физухи, такого панчера не было вообще, он просто за счет мощности, понимаешь, вот это большинство случаев этих, я же тебе вчера объяснял. Ребята, левая рука то же самое, раз, медленно, раз, раз. Вот, корпус развернулся, вот туда, раз, вот, ножка, ручка. Ножка, ручка. Раз. Вот. Вот она должна у вас вот так выглядеть. Вы стоите. Раз. Раз. Вот. Да? Вот. И отсюда то же самое. Вот. Медленно. Раз. Раз. Ну, уже во время спаррингов, там, да, или во время груши, я иногда тоже бью и так. Вот. Да, чашками, это чашками называется, да. Чашкой ударить. Ну, так, простонародье. Вот, стаканом, чашкой, там, ну, короче, не важно. Вот, кулак так. Вот. Либо же вот так. Всегда бьем двумя вот этими косточками, вот. Вот этими двумя костяшками. Vivi, good evening. Yes, training live, boxing for beginners, workout at home. I am boxing, CrossFit, bodybuilding training, live training, boxing. Yes, yes. Come my training live every day. Okay. Come my training live every day. Every day except Sunday. Every day training live. Merci. Вот. То есть, и либо же так, да, это уже тоже от антропометрии зависит. Либо так, либо так. Но принцип тот же самый. Вот. Или сюда занес, или сюда занес. Разницы нет. Вот. Сюда занес, либо сюда занес. Разницы нет вообще. Вот. Ну, подстраиваться под антропометрию надо. Почему учимся ставим удар? Да, и учимся работать бой с тенью, груша, чтобы понять, да, человек дальше будет развиваться, или идти в зал, ну, я имею в виду, или идти дальше, там, ну, боксировать, либо же пойдет другой вид спорта, разницы нет. То есть ты для себя должен выяснить, да, к чему ты пришел. И вот это уже ты в процессе обучения на груши поймешь. И либо же тебе лучше так ударить, либо же тебе лучше так ударить.
А как тебе мог попасться такой соперник? А, у тебя супер тяжелый вес? Или как тебе мог попасться соперник на 10 килограмм тебя тяжелее? Если весовые категории, ну там 5, 6, 7 килограмм максимум. Вот, ребята, поэтому заучиваем так, либо же так. Ну, учимся вот так вот делать. Все, теперь делаем. Раз, встали. Два, встали. Вес снова переносим, да? Вот. И делаем вот такую снова серию. Вот, пробуем вес. Вот. Вот. Вот туда закидываем, закручиваем тоже 90 градусов. Вот. Вес перенесли сюда. Вот, 20 повторений, 40 ударов, 25 повторений, да, ну или каждый, просто считайте 50 ударов. Раз, два, три, вот, все, сделали, да, 50 ударчиков, сейчас переходим. Такого не может быть, это только в супертяжелом весе может быть. Я не знаю, как соперник на 10 килограмм, это что, бои какие-то нелегальные или что? Потом молодежь балуется. Молодежь прикалывается. 10 килограмм, даже больше. Не, ну, в смысле, у меня есть там специальный шаман. У меня есть видео в профиле, как я качаю, как я улучшаю тонус мышц шеи. Зайди, найди, там очень классное упражнение. Ну, я мостиком делаю, и вот это упражнение, которое у меня там есть в профиле. Вот. Ребята, и теперь тоже хуки, да, делаем двоечку. Принцип тот же самый. Раз, эта рука возвращается, и уже выходит вторая. Раз, два, раз, два. Поменяли. Раз, два, раз, два. Поменяли. Раз, два, поменяли. Раз, два, поменяли. Раз, два, поменяли. То есть быстро не делайте, делайте снова же медленно, да. Раз, два. Принцип тот же самый. Ручка пошла, натянулись. Пошел вес. Когда разворачивается, уже выходит вторая. Раз, два, вот. Раз, два. Это двоечка, потому что есть комбинация. Ты ударил. Бэм, бэм. Вот, это для этого, чтобы это уже у вас складывался, да, складывалась картина. Потому что вот то же самое, если вы выкинули прямой, отсюда то же самое выходит боковой. Просто сейчас мы делаем конкретно удары, конкретно двоечку этим ударом. Вот. Все, сделали, ребята, хуки. Если кому-то что-то непонятно, спрашивайте, пишите сейчас. Вот, потому что завтра силовая будет тренировка, завтра будем качаться. Завтра сделаю супер упражнения какие-то, подберу, настроюсь. Вот, у меня план такой завтра. Классные упражнения какие-то покажу, новые. Ну, в смысле, новые. Не новые, а которые эффективные. Вот. Новые, может для кого и новые будут. Вот. Теперь показываю корпус. Ребята, сегодня корпус сейчас покажу. И будем на груше работать. Апперкот потом, наверное, да, на следующий раз. Потому что время, час уже эфир идет. Я сегодня еще не останавливался. В 6 утра встал. Вот. 100 километров проехал на поезде только. Вот. Как бьется удар по корпусу. Вот. Делаете вес, переносите сюда, ручка чуть-чуть опускается.
ручка, которой будете бить, чуть-чуть опускается. Это такой удар специфический. По-другому его не сделаешь. Не, ну ты ж отсюда не ударишь боковой от челюсти. Вот, чуть-чуть опускается ручка. Вот, немножко. И отсюда заносится. Тоже заносится так же точно, как все мы делаем. Заносится так же точно вот удар в корпус. Делаем все перед зеркалом. Чтобы правильно делать, делаем все, пробуем удары перед зеркалом. Вот, ставим 25 раз тоже. Раз. Медленно. Раз. Ручка чуть-чуть вниз ушла. Вот. Раз. Ножка, ручка. Вот. Вот. Медленно. Это вот так выглядит. Вот. Вот. А быстро это вот так вот выглядит. Вот. Вот. Вот это быстро. Вот. Вот. Раз. Раз. И дома это не быстро, я просто вам показал принцип. Вот, да, как он делается. Вот. Вот. Все, делаем медленно, 25 раз. Раз. И чуть-чуть подседаешь, чуть-чуть подседаешь. На ту сторону, ребята, с которой идет удар, на нее подседаешь. Вот, раз, подсел, раз, раз. Нигде не тормозите, удар нигде не тормозится. Летит рука, дальше летит. Не надо тормозить, нигде себе не выбирайте остановку. Вот, раз, и куда там она долетела у тебя, туда и кидай. Все, поделали правую, делаем левую. Раз, раз. Медленно, вот это выглядит. Подсели, раз, раз, раз. Вот, медленно, вот. 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 То есть корпус развернулся и ручка пошла. Вот. 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 Сделали 25 повторений на правую, сделали 25 повторений на левую. И снова делаем то, что мы обычно всегда делаем. Медленно. Раз, ручку вернули, вес сюда. Два, ручку вернули, вес сюда. Три, вернули, вес перенесли. Вот, медленно. Спасибо за лайки, ребята. Приходи, научишься обязательно. Научишься 100%. Очень много уже там у меня информации. Приходи, смотри, приходи в эфиры, каждый день эфиры. Вот. Кроме воскресенья задавай вопросы, тренируйся. Я выкладываю все то, что я делаю, я выложил для людей. Ну, есть нюансы, и там позже... Ну, какие шаманы? Этажи, понятно, я же сейчас для новичков рассказываю. Какие этажи? Надо научиться удары бить. Ну, да, этажи, конечно, да. Ты пошел, корпус, да, человек опустился, отсюда уже заходишь, отсюда кинул, отсюда зашел, конечно. Этажи, это классика. Этажи, это классика. Вот. Делаем, да, раз, встали, раз, медленно, ребята. Чуть-чуть вес, подсели, раз, подсели, раз, подсели, раз. Теперь левая, подсели, раз, подсели, раз, подсели, раз, подсели, раз, подсели, раз. И разворот тоже на 90 градусов идет. Раз, раз. Вот. И сейчас будем двоечку, сделаем еще двоечку боковую, да, и я пойду на грушу, ребята, уже поработаю на груше, да. У кого есть какие-то вопросы, пишите. Наверное, да, Влад, тезка мой. Ну, так сложилось, что да. Попробовал один раз и не смог отказаться, как говорится, да. Да и по 2 раза можно повторять, конечно. Не, ну сейчас ребятам зачем, если... Да, кто-то хочет научиться. Зачем сейчас эта им информация, шаман? Она им не нужна. Ну, в смысле, она нужна, но я ее давать сейчас не буду. Она просто, ну, я даю постепенно, по уровням, да, информацию. Человек может прийти, ага, что-то там он показывает. А вот так, все, вот так. А если я сейчас буду, да, расширять, да, вот эту базу,
в одной тренировке. Рассказывать про это, про то, про этажи еще добавлю, потом еще расскажу про всех боксеров, которых знаю. Человек не сможет, заниматься. Я просто по себе знаю, надо четко объяснять, это делаешь, это. Всю информацию дал, человек занимается. Все, теперь двоечку делаем. Подсели. Раз, рука уходит, а отсюда уже пошла это. Раз, два. То есть мы вес разматываем себя. Вот. Если кто не понимает, вот. Мы себя разматываем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Туловище чуть-чуть вперед. Раз, два. Когда атака идет, раз, два. Мы всегда идем вперед. Не вот так мы бьем, не вот так вот. А вперед. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Бэм. Не боимся. Раз, два кинули и назад отпрыгнули. Все. Здесь уже ушли на крайний случай. Не боимся всегда. Почему говорю вперед? Потому что даже если атака опустился, тебе, в самое прочное место попало, все, и ты дальше продолжаешь, если ты остановился уже. Поэтому делаем так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Остановились, поменяли сторону. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Быстро это вот так вот выглядит. Вы должны к этому прийти, позже. То есть вес отсюда вкидываешь, пэм, в корпус. Пэм, Все, на сегодня хватит про удары. Я думаю, если кто, ребята, смотрит, на сегодня хватит информации. Я завтра видео это постараюсь выложить. Задавайте вопросы, кому интересно. Сейчас уже буду заканчивать. В смысле, груша еще у меня будет. А что я еще обещал сегодня? Ничего больше не обещал. Я не помню уже. Только ударыш и груша, по-моему, была, да? Апперкот в следующий раз, ребята. Это очень много информации. В следующий раз будет апперкот. Комплекс я показал. Давайте я покажу комплекс. Как удары заточить. Эту технику заточить. Привет, Ирлан. Как заточить эту технику, я покажу, но потом мы будем отрабатывать в следующий раз, потому что, 40 лет, я каждый день фигачу, пацаны. Я не жалуюсь, я кайфую. Я просто к тому, что я хочу себе чуть-чуть внимания уделить сегодня вечером. Ужин какой-то хороший сделать, уже скоро солнце сядет. Что мы делаем? Мы становимся во фронтальную стойку, делаем раз прямой, два прямой, 3 боковой длинный, 4 боковой длинный, хук, корпус, апперкот. Я вам не показывал сегодня апперкоты, и сейчас, как не завалиться при ударах. Во-первых, надо стойку, во-первых, надо выучить. Зайди, у меня там есть упражнения. Там уже столько упражнений, я тебе сейчас прямо, я не скажу, в каком это комплексе. У меня там есть комплексы. Зайди, основы новичков. Это сейчас ты смотришь эфир, и в этом у меня есть плейлисты основы бокса для начинающих. Там вторая или какая-то тренировка, перенос веса. Ты должен научиться переносить, потому что почему ты закручиваешься, либо падаешь при ударах, это неправильный перенос веса. Ребята, кто смотрит, они должны помнить, я рассказывал, что если ты не будешь уметь переносить правильно вес, работать на ногах, то ты будешь заваливаться. Ты будешь смотреть мое видео, ты послушаешь, я тебе там даю ответы, почему человек во время спарринговых боев заваливается. Просмотри, пожалуйста, я сейчас расскажу ребятам этот комплекс отработки как ударов, ты тоже посмотри. А потом поищи, там конкретно я в видео рассказываю, почему человек заваливается, и даю советы, как базу сделать, как на ножках двигаться. Потому что ноги не поставил,
не поставил ножки, не поставил перенос веса, не подучился. Вот упражнение еще, вот делай. Отталкивайся ножками, вот, чтобы понять принцип работы, да, ты должен вот так отталкиваться, вот твои пальчики, да, ноги, и ты ими вот так отталкиваешься. Вот это движение в бокс. Вот. Значит, или попробуй ножки шире ставить в стойке, да, вот, может надо шире стойку делать, вот, потому что в основном заваливается, когда бьют удар, и нога близко ноги, понимаешь, близко, вот, когда близко ноги, я вчера буквально об этом рассказывал, поищи, тезка там у меня, поищи, найдешь 100% ответ на этот вопрос, я тебе 100% говорю. Вот, ребята, давайте с комплексом, да, уже хочется грушу бить. Вот, у меня что тут груша, да, висит груша, нельзя скушать. Уже хочется грушу бить. Вот. Вот. Шаман всем расклады дает, короче, постоянно меня поддерживает. Шаман, короче, где я не успеваю, он насыпает. Так, это туда, это то, там в печень, там по почкам. Но шаман, в принципе, дело говорит, это же бокс, печень, почки, в принципе, правильно. Жесть. Вот, показываю, ребята, комплекс, как заучить удары. Вот. Становитесь. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это упражнение нужно сделать минимум 10 раз. Минимум 10 раз, это тоже для памяти, для мышечной памяти, для мозга, ну, то есть ты даешь правильный сигнал, да, вот, правильный сигнал, запоминание, вот, упражнение, вот, идеал, когда ты уже выходишь, да, на вот этот уровень, вот, то есть когда ты уже начнешь вот так делать, да, скорость наберешь обороты, уже это идеальный удар, то есть ты подойдешь к идеальному удару. Это упражнение, вот вы поделали то, что я вам рассказал, да, ребятки? Основы, да, поделали. Левой, правой, поочередно, двоечку, прямой, длинный, боковой, хук, удар по корпусу, апперкот. Потом встали и сделали вот эту серию. Вот, вот, вот. Вот. Все. Спасибо за лайки, ребята. Вот, и сделали эту серию. Это для новичков вообще перфекто. Вот это перфекто. То, что тут показываю. Не надо больше ничего, ну, пока вот на первых порах, это вам информация, ребята, на 3 месяца. Минимум 3 месяца. Вот это все надо отрабатывать минимум 3 месяца, минимум. Ну, кто хочет научиться, да, перенос веса, проворот корпуса, проворот корпуса с выходом уже руки и плеча. Я все давал с самого начала, чтобы вот этому всего научиться, все с самого начала, с самой первой тренировки. Вот, нырки, уклоны, прыжки, работа на ногах, удары, работа с тенью, вся информация есть. Вот, завтра будет силовая тренировка, ребята, завтра силовая тренировка. Я завтра подберу крутые упражнения какие-то, реально крутые, хочу завтра сам себя пробомбить нормально. Вот, потому что чуть-чуть надо это самое, да, мясо разогнать, проработать чуть-чуть. Так что завтра, кто хочет, приходите на силовую. Вот, я завтра подберу классные упражнения, завтра будем делать где-то 5 часов по Европе, по европейскому времени 5 часов где-то.
по верху. Мотаем руки по верху. Вот. Ребята, вдруг кто-то не умеет мотаться, по верху идем с пальца, да, с большого по верху. Сильно не стягиваем, должны каждый пальчик притянуть в кучу. Вот, кто работать начал на груше, бинтоваться обязательно, ребята. По верху бинтуемся, вот. Есть много способов, да, там как бинтоваться, но я делаю вот по верху, вот подтягиваю каждый пальчик, вот. Вот, каждый пальчик подтягиваю. Ну, я беру 3 метра. Я 3-метровые беру. Потому что у меня шпакши тоже, глянь. Надо обмотать все. У меня травм очень много. Я рекомендую брать 3-метровые. Вот. Вот, стягиваем. Вот, полностью. Вот. Вот, все, закрыто. Вот, все, теперь здесь. Вот, и на большой палец. Вот, на большой палец еще. Все, и фиксируем. Вот. Вот должно примерно что-то такое. Ну, вот я не очень тут уже кое-где оно. Вот, чуть-чуть сюда в бок надо было. Вот. Да, я поспешил, пальчик притягиваю. А как сегодня видно, эфир сегодня лучше, ребята, напишите кто-то, видимость, звук. Потому что сегодня интернет мне там сделали, вот, поменяли мне e-карты, e-симку эту поставили мне. Вот. И сильно не затягивайте, вы должны каждый пальчик, да, подтянуть, каждый пальчик подтянуть, в кучку их сбить, вот, в кучке они должны быть, вот. Вот, по верху. Спасибо, спасибо, потому что сегодня там устраивал, ну как устраивал, ну нахрен оно мне надо, представляешь? 40 евро в месяц я плачу, 40 евро. Я говорю, что это за прикол, что у меня с интернетом. Вот, через верх. Вот, через верх. Вот. Вот. И большой пальчик сюда, вот, раз. Я не спеша вам показываю, ну, надо учиться быстро наматывать бинты. На тренировках, вот где, ну, я тренировался, да, 1 минуту дает тренер, 1 минута. То есть это, ну, ты быстро должен это делать, это полчаса никто не мотается. Это я показываю просто сейчас, вот, ребята. А так никто не мотается, там 20 минут не стоит. Вот, быстро сделали, руки стянули пальцы, да, в кучу, вот. И обязательно для тех, кто начинает работать на груше, ну отлично, правильно. Стянули ручки, да, стянули, все. Пошли работать без перчаток. Без перчаток. Первый раунд можно поставить, да, я сегодня буду тоже уже раунды ставить, я уже начинаю по раундам тренироваться, потому что уже время подходит, у меня тоже есть определенные цели. Сейчас я себе поставлю таймер. Вот, все, ребятки, и для новичков первый раунд можете по 2 минуты ставить, минута отдыха. И работаем обычно, медленно, то, что мы учили. Вот. Не надо первый раунд, вот.
разбрасываемся, да, разбрасываемся. Проворот корпуса, боковые, корпус, да, хуки, разбрасываемся просто. Вот. Вот. Просто, ребята, работаем, да, прорабатываем те удары, которые мы учили, которые я показывал. Сейчас уже погода настроилась, я буду грушу где-то выносить или в лес здесь, ну, перевозить, короче, буду вести эфиры где-то, да, потому что кроссы начнутся, вот, бег, где-то буду, ну, то есть мне здесь уже неудобно, если работать, да, по 3 минуты, надо серии делать, а рама, оно не... Вот, ну, я имею в виду это, да, дверная рама, ну, здесь только как минимум, да, полупрофессионал может работать в таких условиях. Я ее специально, ребята, вам показываю, это для новичков научиться прямые хотя бы, да, прямые, боковые, вот дома, пока зима, я повесил, занимался. Сейчас буду где-то искать для нее место на улице уже. В лесу, может быть. У меня здесь леса такие сосновые. Может быть, там повешу, сделаю мини-спортзала какого-то. Там я уже присмотрел место. Вот. Спасибо за лайки, ребята. И буду туда бежать кросс и рассказывать скоро буду, как бегать. Очень важная информация, ребята, будет особенно для молодежи. По бегу буду давать очень много информации. Второй раунд можно тоже без перчаток поработать, только вкладываться не нужно. Потихоньку. Раунд 2. Ребята, еще хотел сказать, очень важно. Шаман, кстати, молодец, спасибо, что ты мне напомнил. Очень одна важная штучка, когда работаете на груше. Ребята, всегда, ну, начинаете, да, там, разогревочные раунды, неважно. Всегда делайте между ударами корпус, да, чтобы привыкать. Вот вы работаете, да, и корпус кинули ручку. Это для того, чтобы работать по этажам. Шаман, молодец, кстати. Тебе 5 сегодня. Вот, всегда не забывайте делать вот так, вот. Вот вы работаете, да, работаете. Раз. Работаете, раз. Работаете, раз. Раз. Вот. Раз. И отсюда вышли. Не на грушу я сказал отрабатывать те удары, которые я показывал. Да, но вставляем вот этот удар по корпусу.
вставляем, да, вставляем в тренировку, в работе на мешке боксерском, вставляем удар по корпусу, ребята, обязательно. Обязательно, потому что, то есть прямой удар по корпусу. Вот, он бьется так, да, подсели, прижата вот челюсть, вот, вот, видите, как он, вот, раз, раз, вот, раз, вот. Не обязательно его быстро бить, вам не обязательно, новички. Он просто должен присутствовать, да, вы работаете, раз, да, раз, вот, раз, сюда, показывать сюда нужно, да, что ты сюда пошел, а сам отсюда уже пошел, да, вот, раз, вот. Вот, все, ребятки, обязательно себе на вооружение возьмите корпус. Не обязательно туда вкинуть сильно. Не, ну если ты видишь, что человек поднял руки, ты пошел, человек руки поднял, можно вкинуть сильно. Вот, сильно, да? Вот, только при этом ударе надо сразу отпрыгнуть, то есть вкинул и сразу ушел. Висит груша, нельзя скушать, совершенно правильно. Все, 2 раунда поработали, костяшки приучили, одеваем перчатки. Раунд 3. Все, и начинаем по чуть-чуть обороты добавлять, вставлять те удары, да, которые учили.
Ребята, в общем смысл, да, работы на груши, вы на меня не смотрите, я свое делаю. Вот, кто учится, делает свое. Поставили по 2 минуты раунд, минута отдыха. Во фронтальной стойке делаем прямые, боковые, хуки, корпус. Я свое делаю, вы делаете то, что вам нужно делать. Ну это вот, это отрабатываем. Раунд 4. Поэтому, ребята, на груши тоже, как и в бою с тенью, да, отрабатываем удары. Вот это перенос веса, прямые, боковые. То, что, да, перед этим вот учили, все отрабатываем в бою без... Вот, отрабатываем на груши и в бой с тенью.
5. Ну, удары сблизи надо уметь бить, надо уметь сблизиться. Вот. А сближаться надо так, чтобы удар был одновременно со сближением, чтобы работать на короткой дистанции, либо же с клинча атаковать, уметь с клинча. Вот, ребята, поэтому груша тоже нужна, потому что надо почувствовать, да, что такое удар, вот, как его наносить, как руку ставить, в зависимости, да, от антропометрии, да, вашей. Вот. Ну что, ребятки, на сегодня все, да, я еще хочу там своими делами чуть-чуть позаниматься. Спасибо всем, кто пришел. Завтра планирую силовую тренировку, да, для боксеров. Ну, вообще она и общеразвивающая, да. Вот. Так что все, до завтра. Я оставлю завтра, да, часов 5:30, наверное, ориентировочно. Так что все, всем отменного здоровья, вот, успехов во всем. Давайте, до завтра, хорошего вечера, хороших выходных. Всем подписывайтесь, ребятки. Пока.